Antonio Cinema presenta. Мои любители прекрасного, приветствую вас на своем канале, а я впервые за 10 месяцев лечу из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. И первый город, в который мы с вами отправляемся, Светлогорск, а это здания, в которых располагаются апартаменты, в которых я остановлюсь. Наконец я добралась до Светлогорска. Вот такие шикарные апартаменты в центре. Выгляжу, конечно, потрясающе после перелета. Вот. Очень просторные. Мне понравилось именно это. И минималистично. Минималистичные, просторные апартаменты со всем необходимым. Все продумано до мелочей. Вид прелестный, а внутри здания рай архитектурный. Я не люблю фоткаться, но для вас я покажу красоту здания. Фотки прикреплю. Креслица. Огромная, на самом деле не видно объемов. Но здесь просто аэродром, могу вам сказать. Не помню, сколько квадратов. Кондей. Такая разделительная зона милая. Диван, мое шматье. Обеденная зона. И, кстати, вот это вот хочу разложить нам сейчас. Стол и стулья для балкона. Очень красиво здесь. Мило. Шкаф небольшой. Это вот меня немножко расстроило. Ничего. Ведь стиральная машина нам пригодится. Я же после Питера. Апартаменты находятся в самом центре у вокзала. Обязательно прокатитесь на фуникулере в ведре. Так я прозвала эти железные штуки. В Инстаграм я советую вам зайти на одну страничку. Прикреплю адрес. Посмотрите и проникнитесь атмосферой этого города. Открытием для себя я сделала глинтвейн на белом вине. Я не знала, что он существует. А также влюбилась в старый и новый променад. Дискуссии по поводу, какой лучше, вы прочтете на этой страничке. Правда, смотрю фотки оттуда каждый день и скучаю. Не думала, что влюблюсь в это холодное море. Не думала, что здесь будут такие красивые пейзажи. Спуститься можно не только на фуникулере за 50 рублей в одну сторону, но и пешком. Сразу предупреждаю, подъем крутой и требует много усилий. Спуститься также можно и на машине, оставив ее на парковке. На дворе ноябрь и резко захотелось кушать, и поэтому пошли в ближайшее место Марио Пицца. Все переварено и блюда выглядят абсолютно одинаково, хотя совершенно разные. Было невкусно, честно скажу. Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, какие рестораны, маленькие кафешки вам нравятся в Светлогорске. Я обязательно схожу, потому что нам, если честно, не очень повезло с этим.
А это знаменитый ресторан Local, его показывают в передаче «Орел и решка». Но я не люблю плевки на тарелке, это я так называю маленькие порции. Я люблю проникнуться атмосферой места, в котором я нахожусь, поэтому люблю добротную кухню. Дом рыбака. Высокая оценка на TripAdvisor. За что? За рыбу со сливками. Просто сливки. Все набросали, что можно в тарелку. И закос под высокую кухню. Очень невкусно и грязно в заведении. А тем временем настал второй день. И я очень люблю рассветы. Заранее смотрю время. Не люблю, конечно, рано вставать, но это того стоит. На канале, кстати, есть видео о рассвете в Италии, в маленьком городке Чивита-ди-Баньо-Реджо. Обязательно посмотрите. А теперь давайте просто насладимся звуками моря, хотя бы немного. Насколько я знаю, волнорезы поставили недавно. Раньше весь променад сносило волной. А это подружки чайки выстроились в ряд. А это самая знаменитая достопримечательность города – водонапорная башня. Она правда очень красива. В доме рыбака я выпила всего 1 бокал вина, а живот болел вечером и утром. И зашли мы в блинную напротив водонапорной башни, и съела я жирненький супчик, и мне стало хорошо, ему тоже. Озеро тихое, не вызвало во мне, если честно, никаких эмоций. А вот 400-летняя липа невероятная. Посмотрите, какое величие у этого дерева. А вот это заведение мне очень понравилось. Мы накинули пледы и сидели, любовались этими прекрасными видами. Комфортная погода, я ходила в капюшоне без шапки. Конечно же, я должна была попробовать строганину из пиламиды. Это такие стружки. Мне понравилось ее класть на хлеб. Стружки из замороженной рыбы. Очень вкусно. И гордость этой местности – это копченый угорь. У меня был салатик с овощами и угрем. Было очень вкусно. Вот он салатик, кусочки угря, естественно, глинтвейн, ну и у кого-то пиво. А вечером мы прогулялись по частному сектору с красивыми европейскими домами. Вечером мы решили пойти в проверенное место, так как оценки не соответствовали действительности.
Рыба была потрясающая, но берите ее на двоих, огромная порция. Очень атмосферное место, похоже на дом охотника. Уютно и красиво. Музыка потрясающая. А сегодня мы с вами отправляемся в Зеленоградск. Пути около 40 минут. Очень прелестный отель. Вообще в этих городах все какое-то сказочное, немецкое, на мой взгляд. Зеленоградск абсолютно не похож на Светлогорск. У него широкая береговая линия, широкий променад. Сначала он мне показался Савдепией, но я увидела всего лишь его часть. Когда мы прошли в центр города, это опять оказалась Германия. Да, такие европеизированные домики. И этот берег меня покорил на все 100%. Так же, как эта девушка, я бы сидела каждый день на пледе, читала свою книгу или думала о чем-то высоком. Эта очередь за рыбой меня покорила, а это площадь перед пирсом. Пирс, конечно, чудесный, открываются потрясающие виды, мы его посещали постоянно. Для тех, кто не знает, я заядлый рыбак, но именно на удочку. Здесь рыбачат на креветки, это я снимаю для папы, чтобы он был в шоке. Рыбаки, рыбаки, рыбаки. Здесь прекрасно прогуливаться, но будьте осторожны, когда замахивается кто-то. А вот в Зеленоградске проблем с едой не было. Это потрясающие овощи на гриле и кальмар. И глинтвейн тут еще чаще встречался именно ягодный, атмосферное место. Ну и вот вам подборочка котов. Здесь они встречались на каждом шагу, а поэтому здесь поставили им памятник. Привет, злой кот. Когда мы приехали, нам сказали, завтра закроются все рестораны и будет работать только доставка. Поэтому мы решили по максимуму посетить заведение. Но на вынос можно было кушать только вот в такой упаковке. А вот, кстати, памятник котам. Чем славится Зеленоградск и Светлогорск? Конечно же, янтарем. Очень много лавочек, магазинов, где можете его купить. Много марципановых лавочек. Я, наверное, в каждой что-то купила. Я очень люблю марципан. Не знаю, что это за здание, но надеюсь, его восстановят. Оно красивое. А в этих контрастах что-то есть.
И, конечно, коты, коты и еще раз коты. Они повсюду. Это очень красивая улица. Она завораживает. А мы ненадолго вернулись в наш отель, наш сказочный отель, чтобы немного восстановиться. Ходим мы много, а нужно еще столько увидеть. Так же, как и восходы, я люблю и закаты. Посмотрите, как это потрясающе, да еще и с глинтвейном. Это настолько романтично и красиво. Этим хочется любоваться постоянно. Вот уже 2 глинтвейна. Просто чтобы согреться. И, как вы видите, здесь есть и подлодка. А это самое лучшее место в Зеленоградске. Подача, как в самых дорогих ресторанах. Очень вкусно. Отличные ребята работают. А цены, я считаю, очень низкие для такой подачи. Очень интересное, кстати, меню. У них не первые, вторые блюда, закуски распределено, а все вместе. Такого я никогда не видела. Вот, например, уха, я не помню, со сливками, по-моему, наивкуснейшее. Ходили дважды. Смотрите, вырубили свет во всем районе, и в этом была романтика. А это двор рядом с рестораном. Я не помню, как называется кафешка, но это самое фотографируемое место. И не забудьте вспомнить детство и покачаться вечером на качели. Это очень весело. Кстати, очень красиво подсвечивается пирс. Но, естественно, когда я начала его снимать, он потух. Вот немного вам красоты. Вот. В 6:40 на местном автобусе мы выдвинулись с вами на высоту Эфа. Это Курская коса. Великолепное место. Его обязательно нужно посетить. Ну и как же без котов? Выдвигайтесь обязательно в 6:40. Ну ладно, или в 8:01. Но там будет совсем другой автобус, какой-то туристический. А это расписание автобусов обратно. Смотрите, как выглядит остановка. Потом вы идете вот по такой чудесной лестнице, а вокруг хвойный лес. Я обожаю хвойный лес. Да, очень тяжело встать так рано, но посмотрите, мы совершенно одни, не было никого вообще. Мы и еще один житель этого места. Его мы встретим чуть позже. Смотрите, чем еще прелестно ехать на этом местном автобусе. Едут грибники, обсуждают свои самые лучшие места, но не выдают точных координат, высаживаются все на разных местах. Кстати, с ними же мы ехали обратно. Это очень колоритно. Не знаю, это как-то мило и весело. А здесь, конечно, самая красивая точка. С одной стороны вы видите лес, с другой стороны у вас море, а с третьей как будто пустыня Сахара. Это очень контрастно. Мне прям до глубины души понравилось.
Смотрите, кто-то плавает вдалеке, а еще тропа. Здесь вообще передвигаться запрещено только по этим дорожкам. Надеюсь, это ходили какие-то исследователи. Вообще это невероятно красивое место. И вот он, местный житель. Он был с нами в течение всей прогулки. Наш черный дружок. Посмотрите. Вот он, наш охранник. Писюн. Кабаны, кабаны. Тут везде мир котов. А там вдали граница с Литвой. В том месте, где мы приехали, мы переходим дорогу. Слева туалет. Идем к морю. Идеальная старость. Спустились мы к морю. И что вы думаете? Решили дойти пешком до поселка Рыбачий. Вроде показывал, что идти 2 часа. Но это 2 часа по дороге, а мы-то спустились к морю. В итоге мы шли 3 или 4 часа, а темп у нас серьезный. Мы такие уже профессионалы в ходьбе, можно сказать. Здесь, конечно, мы останавливались, снимали. И честно, так мой мозг не отдыхал никогда. У меня такое ощущение, что я вышла в море, и в моей голове гулял ветерок. Нет, не подумайте, я не какая-то воздушная дамочка, я очень реалистичный человек. Но тут действительно мозг отдыхает. Никого вокруг несколько километров. За 15 километров мы встретили 4 человек. И снова колоритный автобус. Вывеска «Танцующий лес». 250 метров. Остановочка. Вот на этой стороне, кстати, есть расписание, а на противоположной нет. Но так как мы сфоткали его в городе, не было проблем. Огромная парковка. И вот такая дорога к танцующему лесу с нетанцующими деревьями. А вот и они танцуют. Кто-то сильно, кто-то нет. Честно скажу, можно и не ездить в это место, но если у вас достаточно времени, то, конечно, нужно посетить. Очень голодные, очень сытное, колоритное немецкое место с непроизносимым названием блюда, но нам очень понравилось. Я влюбилась в этот берег. Эти огромные камни, кстати, несколько мы привезли с собой, уж извините. Много собак. Они играют, резвятся. Вообще люди гуляют много.
очень часто общаются по фейстайму, чтобы их родственники тоже могли гулять с ними. Это можно часто наблюдать. Посмотрите, это просто фантастика. Да, вот они, красивые камни. Эти деревья, ну, то есть вода там годами вымывала их корни, они упали. Это смотрится как-то сказочно, потрясающе. По-моему, кстати, уровень воды был чуть ниже, насколько я помню. И в воде очень часто видно, кстати, корни остались этих деревьев. Посмотрите, как это красиво. Я не знаю, это какая-то сказка. Я не могла насмотреться. Фантастическое место. Да, и этот золотоискатель. Тоже, что только не увидишь здесь. Камни. Круглые такие все. Разных цветов. Лайфхак от этой женщины. Бросай хлеб вверх и получишь классную фотку. А вечером можно присесть на прекрасную лавочку с красивой музыкой, с красивым видом и наслаждаться всем этим. Я знала, что есть утренняя зорька, вечерняя зорька, но я не знала, что есть ночная. Рыбачат везде, даже перелезли через ограждение и рыбачат на нижней части. Очень много людей, именно вот ночью, ну, практически ночью. А я вам желаю много путешествий в вашей жизни. А мы с вами встретимся на моем канале, ведь вас ждет много интересного.